Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Листы Гейм. Сегодня у нас на обзоре ПТ-САУ, прем ПТ-САУ 8 левела, советская, да, КВ-4К-ТТС. Вот такая вот стрёмно выглядящая машина, не знаю, вот из говнопалок реально собрали, ну просто жуть, не знаю, мне не нравится, как выглядит. Как-то очень просто, не броско. Ладно, прежде чем продолжим обзор, обязательно прожми лайк под этим видео, подпишись на канал, если до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами предлагаю уже отправляться, давайте посмотрим бронирование КВ-4К ТТС. Вперед! Итак, господа, Collision модель нашего КВ-4К ТТС. Ну и давайте смотреть. Вот корпус спереди у нас закругленный, дальше идет подбашенная рубка, ну и сама рубка. Смотрим сначала НЛД, нижнюю часть 358, сюда лучше не стрелять. Вот эта часть 221, и нас сюда, конечно же, уже тяжелые танки будут пробивать. Понятно, что там и С6, и всякие Краслеры G и GFK будут испытывать проблемы, но основная часть тяжелых танков сюда будет пробивать. И теперь центральная часть между НЛД и ВЛД 178, 175. Сюда нас пробивает и СТ, и ТТ, и сюда нас пробивают и седьмые, и даже некоторые шестерки из ПТ-САУ. Вот. Верхняя часть ВЛД 233 уже получена, тоже сюда могут закидывать. Теперь подбашенная рубка 215, тоже, ну что это такое, да. Для танков с бронепробитием в районе 240, никаких проблем это не составит. Касаемо башни, маска закругленная, давайте смотреть. Справа 250, 250. Восьмерки, тяжелые танки, будут испытывать проблемы. Вверху 596, внизу 270. Против восьмых левелов крепкая маска, но не против девятых и десятых. Щека 254, 254. 300, 300, там 400 даже. Вот эта щека у нас 297 рикошет, 300 рикошет. А вот дальше, вот тут вот такие щечки и с этой стороны. У нас получается сколько? 214, 215. Краевые по 230. Вот сюда даже хорошо будет заходить. Ну и теперь заман, такой сказать, для танкистов, которые не знают бронирование танков, это люк верхний. 238, 370, 370, верхняя планка 150, рикошет. Не стреляйте этому танку верхнюю часть. Тяжело пробить только голдой там от 240. Боковое бронирование 125. И это нам говорит о том, что он офигенно будет танковать от борта. Офигенно. Против восьмерок даже можно себе позволить немного перекручивать и все равно не пробьете. То есть боковое бронирование очень хорошее. Вот. Так что вот такое вот бронирование. Еще раз стреляем сюда, сюда, вот в этот большой. Подбашенную рубку, если не видите вот эту деталь, да. Стрелять можете вот в эти щеки, здесь 216, вот в них надо, вот, когда он на вас пушкой смотрит, не надо стараться пробивать вот здесь даже, да, вот, пожалуйста. Вот такое бронирование. Так, с броней разобрались, давайте глядеть орудие, так сказать. Чем же нас тут наградили? А наградили нас нестандартным калибром 107 миллиметров. Вот. Альфа 360. Пробитие на основном типе снаряда неплохое. 227. На голде так вообще 289. Быстро достаточно пушка заряжается. 8,4 секунды. Хорошая точность 0,36. Нормальная более-менее время сведения 2,5 секунды. Полевая модернизация. Еще не качал, но скоро начну. Так, ну-ка, что у нас? Ага, так. Прочность ходовых сохранение набранной скорости. Усиленную ходовую во втором блоке. Здесь нам лучше повысить точность в четвертом блоке. В пятом блоке к обзору. Так, незаметность после выстрела нам не надо, обязательно к обзору. Вот. Вторым слотом берем на живучесть, да. Тем более, что мы 100% всегда во второй слот можем переставить нашу закалку. Она у меня даже уже тут и стоит.
По снаряжению считаю, что досл, закалка и турбина это оптимальный вариант для этой машины. По снарядам основной у нас ББХ, летит 1043 метра в секунду, очень хорошо. Голда подкол летит 1300, вообще отлично. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. У нас мега огромный экипаж, 6 членов экипажа, перки наблюдаете перед собой в табличке по плюсам и минусам машины. Что касаемо огневой мощи. Самый жирный минус у нас отсутствует УВН. Минус 5, господа. Все, запомнили, записали. А в остальном все хорошо. Хорошее пробитие. Нормальная альфа для такого времени заряжания. Там 8 секунд. Вот. Неплохая точность, как для штурмовой ПТ САУ в кавычках тяжелого танка. Вот, нормальное, комфортное время сведения. По пушке, за исключением УВН, все ровно. По количеству ХП, как для штурмовой ПТ 8 левела, конечно, маловато, как по мне, 1520. Я думаю, здесь должно было быть где-то 1800. Зажались картоводы. 39 подвижность вперед километров в час, да. Да, 39, 12 назад, почти 13,5 лошадей на тонну удельная мощность. ПТ САУ, это штурмовая, очень медленная, набирает очень медленно свою максималку, поэтому без турбины здесь никак. Касаемо незаметности, она здесь, как не смешно, присутствует. У нас перк незаметности у большинства его вообще нету. Если прокачать, где-то 28% где-то точно можно выкачать. Вот, по обзору 374 метра, просто нереально слепой танк. Штурмовая ПТ, да, вот нереально слепой. Ребята, цифры это цифрами, но играется эта машина по сути как тяжелый танк с наличием какой-никакой что-то там даже брони. Хотя уязвимых зон мы с вами смотрели и в корпусе, и подбашенная рубка, и справа-слева от ствола, и здесь, и везде есть. Понятно, что на обычных типах снаряда ослабленные зоны настоящие можно считать только вот эту часть ВЛД. Все остальное там обычными типами снаряда, если вы играете на 8-м левеле, конечно, затруднительно все равно пробивать. На голде уже вопросов, я думаю, ни у кого сильно не возникнет. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, как КВ-4 КТТС ведет себя на современных картах нашей любимой игры. Вперед! Так, господа, обзор боем КВ-4 КТТС. Прем танчик. Прем ПТшка. Да, 8-го левела советская. К девяточкам попали. Попали мы к девяточкам. 3 фазы у них. Да. Че, будем фазу танковать? Нет? Не знаю. Голду, наверное, вряд ли. Да, против такого сетапа еще Тартойз. Тартойза мы точно танковать не сможем. Поедем-ка мы лучше спрячемся. Из засады будем всех убивать, чтобы нам верхнюю часть ВЛД не выцеливали, да? Да, наверное, лучше так сделаем. Подвижность сратенькая, конечно. Что тут даже говорить. Выглядит он вообще просто как вот убогий танк. Даже не знаю. Сконструировали из говна и палок. О, это хорошо, что мы сюда, кстати, поехали. Сюда ни одна ПТшка не поехала. По каким-то причинам. Просто они решили, что им это не надо. Интересно. Так. И тишина. А чё нас вверх-то никто не смотрит, идиоты? Дебилы, да?
А там фаза, надо же, мы угадали. Нас пытались заехать в борта. Они там стоят толпой, ждут кого-то. Уж должен. Нет, я тут не усижу, не могу я так играть. Все, мы подводная лодка. Так, один наш наигрался. А я вот не попал. Ну, гусеницу ладно, пусть повреждает. Поехали к Фазюльке съездим. Вот и поиграл. Так, а у них кто там? Итальяшка стоит, да? На ЦЦ. Кучу брони. Кто там? Тартойс безобразничает, да? Надо ехать тебе Тартойса убивать. А он наших поджимает, бля. Да уже убейте его. Катаюсь тут с фланга на фланг. Там нас ждет 268. Очень аппарат. — 263 у меня в глазах двоится, да? Все, поиграл. Хорошо. А у нас колесо это в спине. Ладно, поехали к ним на базу. Поехали. Громко сказано, поползли, да. И сейчас без нас всех убьют. Всех врагов. Настоящие герои всегда идут в обход. Ну, походу мы больше в этом бою ничего и не настреляем. Все говорит об этом.
Настреляли. Так, где они прячутся? Вот они. Артовод топиться поехал. Ты куда собрался? Все. Всех победили, ребят. Вот такой вот медленный, неинтересный геймплей. Но зато есть броня, да. Вот. Сколько танканули? 2000, 2700 настреляли. Можно ли на нем фармить? Можно. Без голды можно, если играете против 8-х левелов. Против 9-ок и 10-ок без голды на этом танке будет сложно. В целом интересная машина. Конечно, не для каждого подойдет, кто любит активный бой, быструю езду и все такое. Вот 3-е место по урону, да. Этот танк, наверное, не для вас. Это ПТшка, уж правильно говорить. Хотя он играется как именно тяжелый танк. То есть вот это играется как тяжелый танк. По 5-бальной системе твердую четверку он заслуживает из-за своего бронирования, вот таких заманух, куда все пытаются его пробить. Ребята, у кого есть КТТС, пишите, какой вы используете на нем оборудование, как вам в целом машина нравится, не нравится. По мне, скучный геймплей на самом деле. Такой он, ну, медленный. Вот, подписывайтесь на канал, прожимайте лукасы, но я говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.